Сегодня хочу предложить вам летнюю модель сандаликов для девочки. Модель открыта, по цвету очень интересная. Она состоит из нескольких цветов. Это меланжевая пряжа. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мне захотелось в одной модели использовать множество цветов. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Для такой модели понадобится не так много материалов. Нитки меланжевые, называются нитки Патриция, 100% хлопок Maxi Color, состоящий из нескольких цветов. В 100 граммах 550 метров. Продуцент предлагает крючок 1,25-1,5, но так как я буду вязать в 2 нити, я буду вязать крючком номер 2. Ножницы, пряжка. Постаралась подобрать под цвет, маркеры и игла для того, чтобы пришить пряжку. Тонкий наполнитель для подошвы. Подошва двойная с тонким наполнителем. Первую одну подошву сделала с бортиком, а вторую уже потом привязывала соединительными петлями, вкладывая вовнутрь вкладыш. И вот такая чудесная подошва с платформочкой у меня получилась. Симпатичные пинеточки, довольно-таки толстая подошва, очень гибкая. Так как я маленький бортик связала для того, чтобы начать последующее вязание, я буду вязать еще 2 ряда столбиками без накида. Вязать я начну с задней части пинетки. Первая петля. Так, мне нужно связать до конца этот ряд. Я провязала 2 ряда столбиками без накида. Вот такой маленький бортик у меня готов. Больше высоту я вязать не буду. Я отметила маркером передние 40 петель. Беру иглу и намечаю. Вижу середину и отмечаю с каждой стороны по 20 петель. Вот таким образом я намечаю переднюю часть пинетки. Я начну вязать с центральных петель. У меня центральные петли начинаются вот с этого и с этого края, а середина пустая. Центральные петли — это вот эти 8 петель. Я маркерами отметила 40 петель. Центральные 8. Если их поделить на половину, то будет 4. От 20 отнять 4, то будет 16. Начинаю с 16 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Вот с 16 петли я начинаю вязать 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так как я знаю, что у меня будет 8 петель по центру, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, из 9 петли я буду вывязывать. Ввожу в маркер с лицевой стороны, провязываю его соединительной петлей. Второй раз соединительной петлей. Теперь мне нужно обвязать эти 10 воздушных петель. Как жгут буду обвязывать. 1, 2, 9, 10. Подтягиваю нашу нить, делаю 2 соединительных петли. Первая соединительная петля и вторая. Разворачиваю вязание. Немножко распределяю, чтобы они были по центру и равномерно. И начинаю прибавлять петли. Мне нужно прибавить 2 петли. С каждой стороны по одной петле. 1, 2, 9, 10, 11. Одна соединительная петля. Вот из первой петли начинаю вязать 1, 2, 10, 11, 12. Вот она, первая часть уже готова. 12 петель в работе. Я буду прибавлять со следующих полосок. Мне нужно сначала сделать шлиц. Первая соединительная петля, вторая соединительная петля и третья соединительная петля. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Теперь мне надо соединить эти 6 воздушных петель с основным вязанием. Пропущу 4 петли. 1, 2, 3, 4. С 5 петли я буду ввязывать. 1, 2, 3. Раз, два, три, 4. 4. Вот так 4. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пропускаем 2 петли, 1, 2 и в третью петлю провязываем соединительную петлю первый раз и второй раз. Разворачиваю вязание и провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Также подбираем 4 петли центральные, провязываем. И в заключение 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительная петля. Вот посмотрите, что уже получается. Идем к нашим маркерам. У меня сейчас в работе находится 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 столбиков без накида. Почему так произошло? Потому что я прибавила с этой стороны 6 петель, с этой стороны 6 петель. Это уже было 12 и плюс 4 центральные. 16 воздушных петель. Я буду продолжать прибавлять центральные петли. Столбик, второй столбик без накида, разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. С изнаночной стороны обвязываем все наши петли. И плюс 1 петля прибавления с изнаночной стороны. Прибавляем с этой стороны 1 петлю. 2, 17, 18. После окончания второй полосочки у меня уже в работе 18 петель. Мне нужно до 22 петель набрать. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля и третья соединительная петля. Теперь мне надо набрать 8 воздушных петель. 1, 2, 8. Посмотрим, где мы будем их привязывать и через какое расстояние. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С 7 петли я начну привязывать ко второй полосочке. 1, 5 и 6. Надо посчитать. 2, 4, 6. Все правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 и 8. 2 петли пропускаем, начинаем вывязывать с третьей петли. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и обвязываю этот жгутик 8 столбиками без накидов. 1, 2, 7, 8.
из полотна, 6 столбиков без накида. 7 и 8. Это последняя петля. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и начинаем считать количество петель. 8 петель с этой стороны, 8 петель с этой стороны. Это 16. И плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22 петли. Прибавлять я больше не буду. Я буду без прибавлений вязать до маркеров. Туда и обратно. Итак, я провязала до маркеров третью полоску. Она состоит из 2, 4, 6, из 7 рядов. 7 ряд это лицевой ряд. По изнаночной стороне провяжу соединительными петлями, чтобы вязание не растягивалось. С лицевой у меня будут стежки. Маркеры нам больше не нужны. Их убираем. Я связала переднюю часть пинетки. Теперь приступаю к задней части пинетки. Провяжу укороченный ряд для того, чтобы поднять немножко пятку. Буду я укороченный ряд вязать с 8 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот с этой петли. Чтобы не было ступеньки, первую петлю я не буду провязывать полноценной. Я ее вот только как закрепляющую. 2, 4, 6, 7. Вот это 8, да? Сколько? 1, 2, 3. Еще 3 петли. 1, 2 и последняя петля соединительная. Нить отрезаю и сразу ее ввяжу, чтобы в следующем ряду нить у меня была ввязана. Я подхватываю только за задние дули. Вот такой укороченный ряд у меня получился. Вот здесь пока видно четкое разграничение одного ряда и подъем на второй ряд. В процессе этого будет не видно. Вот посмотрите, укороченный ряд это вот этот. Теперь я буду отступать 4 петли. Из 5 петли начну вывязывать заднюю часть пинетки. Подтягиваю нить. И теперь поднимаюсь на укороченный ряд. Вот эту ступеньку еще видно, но она потом постепенно будет сглаживаться, и вот этот укороченный подъемный ряд, его абсолютно не будет видно. Раз, два, три, 4. Вот она последняя петля, петля подъема. Первый ряд готов, не считая укороченного ряда. Мне нужно туда и обратно провязать еще 7 рядов, чтобы у меня было 8 рядов в высоту. Я довязала 8 рядов в высоту. В работе 24 петли. В 9 ряду на пятке убавлю 2 петли. Я провязала 9 ряд, убавила петли, и у меня должно остаться 22 петли. 10 ряд изнаночный. 8 столбиков без накида. 1, 2, 7, 8. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 начинаем вязать. 1, 2, 7, 8. Я начала вывязывать вот эту шлицу. Одновременно я буду вывязывать хлястик. У меня пинетка уже связана на левую сторону. 31 петлю я набираю, если я буду вязать на левую сторону. Вот видите, хлястик будет поворачиваться в эту сторону, на левую сторону. Вытягиваю нить, оставляю пока ее, беру следующий клубок ниток, отматываю какое-то количество. Мне нужно 32 петли.
Если будете вязать на правую сторону, вот с этой стороны начинаю привязывать 32 петли. Вот эта первая петля, она фактически не считается. 31 петля. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Для правой пинетки я набрала 32 петли, 31. 32 не считается. Для того, чтобы застежка была с правой стороны. Петля подъема. И начинаю обвязывать заднюю часть пинетки и хлястик. Толщину хлястика вы можете выбрать сами. Застежку вы тоже можете выбрать сами. Вот здесь вот 6 воздушных петель, я их обвязываю 6 столбиков без накида. 2, 6 и продолжаю обвязывать дальше. Застежку вы можете выбрать сами. Это значит, вы можете вывязать петельки для пуговичек, вы можете сделать клепочку, вы можете сделать застежку, как у меня, если у вас такая есть. И вот так, не торопясь, начинаю обвязывать воздушные петли столбиками без накида. Я сделала толщину хлястика, чтобы она соответствовала моей пряжечке. Поэтому вы можете выбрать сами. Это выбор ваш. Я свяжу хлястик, пришью застежку, обвяжу столбиками соединительными и покажу вам готовую пару. Я довязала до конца хлястик, пришила пряжечку, обвязала пинетки. И вот такая чудесная пара у меня получилась. Я желаю вам здоровья, великолепной пряжи и легких петелек. До следующей встречи. До свидания.